Друзья, всем добрый день! Меня зовут Лариса, и я рада приветствовать вас на своем канале «Вяжите вместе со мной». Сегодня я хочу предложить вам связать вместе со мной вот такие красивые ажурные носочки. Один носочек я уже связала, а второй предлагаю связать вместе со мной. Носочки рассчитаны на размер 36-37. Итак, что же нам нужно для вязания? Во-первых, это пряжа. В моем случае я беру пряжу Alize Superwash Artisan. Это турецкая пряжа, состав ее 75% шерсти и 25% полиамида. Вязать носочки буду на круговых спицах. Размер спиц 3,5 миллиметра. Кроме этого нам нужна будет иголочка, чтобы спрятать кончики, ну и, естественно, ножницы, чтобы все ниточки отрезать. Давайте рассмотрим наш носочек, как мы будем с вами его вязать. Начнем мы вязать его сверху, как обычно вяжут носочки, да, с резинки. Здесь я вязала резинку 2 на 2 и затем уже перешла на ажурный узор. Пяточка и стопа у меня связаны лицевой гладью. Ну что, приступаем к вязанию. Вязать я носочки буду в 2 нитки. Берем с вами пряжу и обычным для вас способом, как вы умеете, набираем 45 петель. Для этого размера, который я вот указала, 36-37, мне необходимо 45 петель. Почему 45? Почему нечетное количество? Потому что одна петля у нас будет для замыкания петель в круг. Я вам хочу сказать, если вы будете вязать на размер больше, то вам нужно учесть, что узор у нас состоит из 4 петель, то есть раппорт узора состоит из 4 петель. И при наборе петель учитывайте это, то есть количество петель всегда должно быть кратно 4. В моем случае я буду набирать 45 петель, 1 петля для замыкания в круг, так как я буду вязать на круговых спицах. Итак, берем пряжу, берем спицы и набираем петельки удобным для вас способом. 45 петель. 1, 2. Так, я набрала 45 петель. Теперь одну спицу вытягиваем. Затем разделяем все наши петельки на 3 части. Здесь произвольно. Вытягиваем с 2 сторон здесь вот леску, чтобы нам удобнее было соединить петельки в круг. И теперь соединяем. Одну петлю с левой спицы переснимаем на правую, с правую на левую, протягиваю ту петельку, которую я сняла. Затем ниточки подтягиваем. Все, у нас с вами теперь все петли мы соединили в круг. И теперь вяжем резинкой 2 на 2, то есть 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночные. И таким образом продолжаем вязать резинку 2 на 2. Вот на носочке, на первом носочке у меня количество рядов этой резинки 10. То есть вяжем 10 рядов резинкой 2 на 2. Итак, я провязала резинку 10 рядов. Теперь приступаем вывязывать узор. Раппорт узора состоит из 4 петель в ширину и 5 рядов в высоту.
Я сейчас вот здесь вот сверху прикреплю схему этого узора. И затем подробно разберем с вами по рядам. Первые 2 петельки провязываем лицевой. 1, 2, лицевая. Затем 2 петли изнаночных. 1, 2. Снова 1 лицевая, 2 и 2 изнаночных. То есть первый ряд у нас получается как продолжение нашей резинки 2 на 2. И так вяжем до конца ряда. Второй ряд узора. Первые 2 петли, которые у нас лицевые, провязываем их 2 вместе с наклоном вправо. Следующие 2 изнаночные провязываем изнаночными. Первые 2 петли лицевые провязываем лицевой с наклоном вправо, следующие 2 изнаночные. Снова 2 петли лицевые провязываем вместе, лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные. 1, 2. И так провязываем до конца ряда. Третий ряд узора. 1 лицевая, накид, 2 изнаночных. 1, 2. Лицевая, накид, 2 изнаночных. 1, 2. Лицевая, накид, 2 изнаночных. 1, 2. Четвертый ряд. Я здесь сейчас поставлю маркер, чтобы мне не ошибиться с началом ряда. Вы можете тоже это сделать. Итак, четвертый ряд. Четвертый ряд вяжем. Первые 2 лицевыми. 1, 2. Затем 2 изнаночные. 1, 2. Лицевая, накид провязываем лицевой, 2 изнаночные. Лицевая, накид провязываем лицевой, 2 изнаночные. Пятый ряд. Лицевая, еще лицевая, 2 лицевых, 2 изнаночные. То есть пятый ряд вяжем так же, как и четвертый. Довязываем до конца ряда. Итак, мы с вами связали наш раппорт первый раз. Теперь дальше вы продолжаете вязать с первого ряда и вяжете высоту узора до пятки столько, сколько вы хотите. То есть какую высоту носочка вы хотите. У меня получилось, что я сделала 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 накидов. То есть раппорт повторяла 6 раз. Итак, я связала высоту носочка. Высота носочка у меня составляет 6 раппортов в высоту. Если по накидам посмотреть, то можно посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я дошла до начала ряда. Вот где у меня маркер. Маркер теперь можно убрать. И теперь мы с вами делим все петли пополам. У нас на спицах в общей сложности 44 петли. Мы делим их на 2 части по 22 петли. Я уже сейчас проверила. У меня 22 петли на одной спице и 22 петли на второй. Вязать мы теперь будем с вами по очереди. Сначала мы свяжем лицевой гладью пятку. Затем соединим наше вязание в круг и будем вязать одновременно верхнюю часть носочка ажурным узором и нижнюю часть носочка подошву лицевой гладью. Итак, приступаем теперь вязать сначала пятку.
вяжем лицевой гладью 14 рядов, поворотными рядами вяжем. На лицевой стороне все петли провязываем лицевыми. Я довязала первый ряд лицевыми петлями. Разворачиваем теперь вязание и вяжем с изнаночной стороны все петли изнаночными. Первую петлю снимаем, а затем до конца ряда все петли вяжем изнаночными. Доходите до конца ряда, последнюю петельку провязываем изнаночной, разворачиваем вязание и вяжем с лицевой стороны лицевыми петлями. И таким образом провязываем в общей сложности 14 рядов. 2 ряда мы с вами уже связали, значит нам остается связать еще 12 рядов, и затем мы приступим формировать пятку. Итак, высота пятки у меня готова. Я связала 14 рядов. Проверить можно по кромочным. Вот здесь, видите, такая косичка у нас образовалась. Если мы посчитаем, то здесь будет 7 кромочных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть я связала 14 рядов. Теперь приступаем формировать пятку. Мы с вами находимся сейчас на правой стороне. Вяжем лицевыми петлями этот ряд. Первую снимаем. Дальше вяжем лицевыми до тех пор, пока у нас на спицах не останется 8 петель. И мы с вами провяжем 8 и 7 вместе, 2 вместе провяжем лицевой. Итак, провязываем ряд лицевыми. Так, смотрим, сколько петель у нас осталось. Вот у меня как раз осталось 8 петель. Так, 2, да, 8 петель. Теперь мы с вами провязываем 8 и 7 вместе лицевой. Затем поворачиваем вязание и вяжем опять этот ряд с изнаночной стороны. Теперь вяжем его изнаночными петлями до тех пор, пока у нас опять не останется 8 петель. Первую снимаем. Так, это будет 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, смотрим, сколько у нас осталось. У нас как раз осталось 8. Провязываем 8 и 7 вместе. Но теперь провязываем 2 вместе изнаночной. Разворачиваем вязание. Теперь нам можно уже не считать, так как у нас вот отчетливо видно, где мы должны с вами провязывать 2 вместе петельки. Теперь мы провязываем этот ряд лицевыми. Дошли до последней петельки перед вот этим вот отверстием. Значит, вяжем последнюю петельку и захватываем следующую. Провязываем вместе лицевой. Разворачиваем вязание. Итак, мы первую петельку сняли. Вяжем теперь изнаночными петлями. 8 петель у нас здесь. Мы вяжем с вами 7 петель изнаночными. И затем 8 и 1 петельку захватываем после вот этого вот пробела здесь. И вот таким образом довязываем изнаночный ряд.
Осталась последняя у нас петелька 8, мы ее и следующую провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание и так вяжем до тех пор, пока у нас с обеих сторон не останется петель, а посередине будет только 8 петель. Итак, вот пятка у меня готова. Сначала мы с вами провяжем 8 петель лицевыми. Значит, первую петельку снимаем. Следующие 7 провязываем лицевыми петлями. Доходим вот до этих кромочных. Теперь мы с вами будем поднимать петли, вот эти кромочные. 2 вот так петельки, просовываем спицу через 2 вот этих петельки и провязываем лицевую. Здесь нам нужно с вами набрать 7 петель с этой стороны, и затем со второй стороны мы с вами тоже наберем 7 петель. И таким образом мы замкнем наше вязание в круг и будем теперь уже одновременно вязать верхнюю часть носочка и подошву. Так, одну петельку мы с вами подняли. Так, вот вторая. Находим вот эту косичку. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая и последняя 7 петелька. Вот эти петли мы будем вязать с вами лицевыми. Теперь мы с вами оказались на верхней стороне нашего носочка. Здесь мы продолжаем вязать ажурный узор. Значит, смотрим, где мы остановились. Мы как раз закончили раппорт. И нам нужно начинать заново раппорт. Но начнем мы его теперь вязать с изнаночных петелек, потому что у нас с вами в начале ряда 2 изнаночные и в конце ряда также 2 изнаночные петельки. Так, вяжем, значит, 2 изнаночные. Эти петли у нас будут всегда повторяться, то есть они будут вне раппорта вязаться. У меня получилось так, что я сейчас вяжу 3-й ряд раппорта, так как вот мой рисунок остановился на 3-м ряду. Так, 2 петельки провязываем вместе лицевой с наклоном вправо, затем 2 изнаночные. Следующие 2 петли с наклоном вправо провязываю лицевой, затем 2 изнаночные. Следующие 2 петельки. Так, здесь у меня немножко я ошиблась. У меня вместо лицевой изнаночная. Сейчас я это исправлю. Так, вот я исправила. Значит, у меня получилось 2 петельки я провязываю вместе лицевой и 2 изнаночные. Я дошла до пятки. Теперь нужно с этой стороны поднять 7 петель. Опять с вами находим кромочные, вот эти косички, заводим по 2 ниточки спицу и вытягиваем петельку. Раз. Не забываем, что нам нужно поднять 7 петель. Раз. Два. Три. 4,
5, 6, 7. Дальше у нас идут лицевые. Теперь у нас с вами должно быть здесь 22 петли, и ажурной вязкой мы тоже вяжем 22 петли. Здесь продолжаем вязать до конца ряда лицевыми петлями. Те петли, которые мы подняли, мы их тоже теперь вяжем лицевыми. Теперь разворачиваем вязание, мы оказываемся с вами теперь на верхней части носочка. Здесь у нас ажурный узор. Первые 2 петельки у меня изнаночные. Дальше начинается раппорт. Это 4-й ряд раппорта. Лицевая, накид, 2 изнаночные. Лицевая, накид, 2 изнаночные. Лицевая, накид, 2 изнаночные. Так, вяжем до конца этого ряда. Последние петельки у нас изнаночные. Вот у меня теперь уже отчетливо распределились все петли по рисунку. Вот так у меня получилось. Значит, это будет верхняя часть носочка. Я буду всегда вязать ажурной вязкой. А вот эта часть подошвы я буду вязать теперь лицевыми петлями. Вяжите нужную вам длину, а затем мы с вами встретимся и приступим к убавлению. Итак, я связала всю длину носочка. Если посчитать по накидам: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Я связала 15 раппортов. Это достаточно для длины моего носка. Теперь мы с вами можем приступать к вывязыванию мыска и одновременно будем убавлять. Убавлять будем с двух сторон, с каждой стороны по одной петельке. И я хочу мысок связать только лицевой гладью. Здесь я уже не буду продолжать вязать ажурным узором, а буду продолжать вязать лицевой гладью. Итак, начинаем с вами таким образом. Сначала 2 петли провязываем вместе лицевой, затем все петли провязываем до конца ряда лицевыми петлями, и последние 2 петельки провязываем также вместе лицевой. Таким образом мы с вами будем делать убавление и формировать мысок нашего носочка. Итак, я довязываю ряд до конца. Мне осталось 2 петли. Я их провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Поворачиваю вязание. На подошве мы с вами тоже будем делать убавление с двух сторон. Первые 2 петельки провязываем вместе лицевой. Остальные вяжем до конца ряда также лицевыми петлями, как и вязали раньше. Последние 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Так, я довязываю ряд. 2 петельки осталось у нас.
Провязываем 2 вместе с наклоном вправо. Теперь мы с вами снова оказались на верхней части носочка. Ряд начинаем вязать также с убавления. 2 петли провязываем вместе лицевой. Остальные петельки вяжем также лицевыми, пока у нас не останется 2 петли. Последние 2 петли мы провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Так. Поворачиваем вязание и также продолжаем вязать подошву, убавляя в начале ряда по одной петли и в конце ряда. Итак, довязываем носочек до конца. С правой стороны убавляем и с левой. Я сделала все убавки. У меня теперь осталось 4 петли. Отрезаем ниточку, берем иголку и переснимаем оставшиеся 4 петли на иголку. Так, 2. И 4. Сняли все петельки, затягиваем их и закрываем наше вязание. С изнаночной стороны закрепляем. И прячем кончики. И вот у нас второй носочек с вами готов. Я сейчас его одену на манекен. И вот такие у нас нарядные теплые носочки получились. Так вот они выглядят. Очень красивые, нарядные. Друзья, если вам понравился мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте, кстати, подключить колокольчик, чтобы он вас извещал о том, когда выйдут новые мастер-классы на моем канале. До новых встреч! Вяжите вместе со мной, вяжите по моим мастер-классам.